Заявление все жестче. Европейский лидер сказал, как нужно поступать с нарушителями воздушного пространства НАТО. Корейцы снова в деле. Солдаты из КНДР обстреляли россиян. Тревожные сводки военных аналитиков. Агрессор снова продвинулся. Трамп оценил успехи Путина и открыл новый неожиданный фронт. Операция «Демилитаризация». ГУР продолжает лишать Россию крыльев. Двойка по географии. Дональд Трамп снова перепутал страны. Все гадают, какие с какими. Все в труху. Россия рассыпается на глазах. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, нужно сбивать. В таком ключе высказался президент Чехии Петр Павел. По его словам, только адекватный ответ заставит Москву понять, что она пересекла красную линию и совершила ошибку. Я должен охарактеризовать это как крайне безответственное поведение, поскольку нарушение воздушного пространства является основанием для активации механизмов защиты и, следовательно, для сбития такого самолета. Конечно же, никто ни с нашей, ни с российской стороны не хотел бы этого. В сентябре российские истребители и беспилотники уже несколько раз залетали в воздушное пространство Польши, Румынии и Эстонии. Москва традиционно все отрицает. Я считаю, что в настоящее время мы должны абсолютно четко понимать, что в случае нарушения правил мы должны реагировать соответствующим образом, в том числе военным путем. Россия очень быстро поймет, что совершила ошибку и перешла границы дозволенного, но, к сожалению, это действительно балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно. Накануне министр обороны Литвы также прозрачно намекнула, что российские самолеты нужно сбивать, напомнив об инциденте 2015 года, когда Турция уничтожила российские Су-24 за нарушение своей границы. Теперь с аналогичным предупреждением выступает и президент Чехии. Пока в НАТО только размышляют, сбивать или не сбивать российские птички в своем небе, ВСУ продолжает уничтожать их с захватывающей эффективностью. О проведении очередной акции по демилитаризации российских ВВС отчитался ГУР. Спецподразделение «Призраки» Главного управления разведки Минобороны Украины провело операцию, в результате которой российская авиация лишилась сразу 3 многоцелевых вертолетов Ми-8. Но это еще не все. Вместе с вертолетами была уничтожена и дорогостоящая радиолокационная станция «Небо-У», одна из ключевых для отслеживания воздушных целей. ГУР опубликовала и бонусный кадр фотообломков одного из сбитых вертолетов. Еще один сигнал Москве. Ее воздушный зонтик в Крыму рвется по швам. Тем временем на фронте ситуация остается напряженной. Проект Deep State второй день подряд фиксирует продвижение российских войск на нескольких направлениях. Несмотря на потери, агрессор лезет и лезет вперед. Аналитики сообщают об успехе захватчиков в Новоивановке в Запорожской области, в Березовом Днепропетровской, а также в Новоэкономическом и Романовке в Донецкой. Накануне Deep State проинформировал о продвижении оккупантов возле Катериновки и Николаевки, а также у той же Новоивановки. Дональд Трамп открывает новый фронт. Пока все ждали от него хоть какой-то внятной реакции на постоянные факты нарушения воздушного пространства Эстонии, Польши и других европейских членов НАТО, президент США нашел нового противника. В этот раз досталось Талибану. В своей соцсети True Social Трамп написал: «Если Афганистан не вернет авиабазу «Баграм» тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам, то случатся плохие вещи». Ранее Трамп подтвердил, его администрация уже ведет переговоры с талибами. Главная причина интереса США к базе — ее расположение. Баграм находится вблизи китайских ядерных объектов, что делает его ключевой точкой на карте будущего противостояния. Баграм — это огромный аэродром в 40 километрах от Кабула. И в посте Трампа есть определенная нестыковка, ведь если бы талибы вернули объект тем, кто его строил, то должны были бы отдать ключи от базы Москве. Ведь построили аэродром
аэродром еще советские специалисты, и только после 2001 года объект стал главным опорным пунктом США и НАТО в Афганистане. Взлетная полоса авиабазы длиной более 3,5 километров способна принимать даже стратегические бомбардировщики. Американцы практически бежали из Афганистана 4 года назад, но обвинять за это только Байдена тяжело. Ряд комментаторов считает, что талибы осмелели из-за переговоров, которые вели с Трампом еще в первый его президентский срок. Теперь президент хочет вернуть контроль над Баграмом для противостояния Китаю. Только какой интерес талибам, у которых неплохие отношения с Пекином и Москвой, идти навстречу своим давним заокеанским врагам? Российской армии начинает не хватать россиян. Такой вывод можно сделать из очередной публикации Института изучения войны. Американский аналитический центр цитирует одного из представителей украинской бригады, воюющей на Харьковском участке фронта. Собеседник заявил, что на этом направлении замечены солдаты из Китая, Кении и Беларуси. В боях снова засветились бойцы из Северной Кореи, но в специфическом ключе. Авторы публикации со ссылкой на одного из так называемых российских военкоров сообщают, что доблестные военные товарища Ким Чен Ына в Курской области самовольно закрыли один из участков границы и в своем рвении открыли огонь по российскому военному транспорту. Интересно, что они напишут в рапорте. Жду комментариев. Уважаемые подписчики, обращение к вам. Ведь именно вы решаете, узнает ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогает продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта, и продолжаем. Россия не останавливает ночной террор. С субботнего вечера до воскресного утра Украина находилась под атакой дронов «Камикадзе». Воздушная тревога звучала в ряде областей, а в Чернигове дрон поразил объект транспортной инфраструктуры. В Сумах агрессор ударил по складам в Заречном районе. 3 прямых попадания вызвали пожар, который удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. За ночь Россия выпустила 54 ударных БПЛА «Шахед» и дронов других типов. Украинская ПВО уничтожила или подавила 33 из них. Однако еще 21 беспилотник достиг цели на 8 различных локациях. Миролюбивость Дональда Трампа не знает границ в буквальном смысле. Во время выступления, организованного институтом Cornerstone в Маунт-Вернон, президент США заявил, что остановил еще один доселе неведомый миру международный конфликт. Камбоджа и Армения — это только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом. Между Камбоджей и Арменией всего 6 тысяч километров, и о каком-либо назревавшем конфликте между этими странами никому не известно. И теперь все мировые СМИ разделились на 2 части. Одни пишут, что Трамп перепутал Камбоджу с Азербайджаном, а другие, что президент ошибся с Арменией и вместо нее имел в виду Таиланд. Страна в самом деле недавно несколько дней вела интенсивный обмен артиллерийскими ударами с Камбоджей. Соседи остановили огонь сразу после разговоров их лидеров с хозяином Белого дома. Это уже не первая географическая ошибка Трампа на этой неделе. Во время визита в Великобританию американский лидер не смог правильно произнести название Азербайджана, а Армению назвал Албанией. Правда, Дональд Трамп не забыл и о более кровавом конфликте, который, вопреки многочисленным обещаниям, ему остановить до сих пор не получилось. Я очень разочарован президентом Путиным, но они проигрывают. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч человек, совершенно без какой-либо причины. В тылу агрессора продолжается рельсовая война. Очередная диверсия осуществлена в Смоленске. Тут партизаны подорвали железнодорожные пути, ведущие к авиазаводу, где выпускают ракеты и БПЛА для российской армии. Именно отсюда выходят Х-59, которыми захватчики атакуют украинские города. Движение АТЭШ заявило, что логистика завода нарушена, а значит, поставки оружия временно парализованы. Смоленский авиазавод – часть оборонного хребта России, и каждый такой удар партизан – это не просто диверсия, а прямое вмешательство в цепочку поставок оружия, которым Кремль ведет войну.
Пока Путин тратит безумные деньги на войну, Россия продолжает рассыпаться без гексогена и даже без взрыва бытового газа. В городе Татарск Новосибирской области обрушилась часть здания средней школы номер 5. Сигнал в МЧС поступил воскресным утром. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент обрушения занятий не было, а охранник успел выбежать наружу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, назначена строительная экспертиза, которая должна установить степень износа здания и причины обрушения. Следователи также выяснят, кто отвечал за ремонт и когда он проводился. Накануне такой же случай произошел прямо в Москве. Во время ремонта одной из столичных школ рухнули плиты, но тут уже не обошлось без жертв. Погибли 2 рабочих. За последние месяцы таких случаев по всей стране было множество. В начале августа в Санкт-Петербурге при ремонте на Невском проспекте обрушились межэтажные перекрытия жилого дома. Тогда погиб 1 человек. По подсчетам СМИ, тогда это было уже 5-е обрушение за 2 недели. Москва, Петербург, теперь глубинка. Аварийные здания падают как домино, унося жизни людей. И каждый раз власти обещают разобраться. А сколько школ, больниц и новых домов можно было построить за последние четверть века? Но миллиарды идут не на улучшение жизни россиян, а на разрушение жизни соседей. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.